Первая мировая война сказалась на Германии, неэффективные действия правительства, которые привели эту страну и ее население к гиперинфляции и государственным ценам в квадриллионах немецких марок. На фото деньги, необходимые для покупки одной буханки хлеба в Германии в октябре 1923 года. Вы поймете, что шутка про чернила в денежном принтере совсем не шутка. Представьте себе мировую экономику как армаду кораблей, проходящих через узкий и опасный пролив, ведущий к морю процветания. Навигация по каналу коварна, ваш корабль может рухнуть с водопада дефляции или сгорит в адском пламени инфляции. Мировой флот скован цепями торговли и инвестиций, поэтому, если одно судно опасно отклоняется от курса, оно тянет за собой другие. Печатайте слишком мало денег, и мы спадаем с водопада, как Великая депрессия 1930-х годов. Печатаем слишком много, и мы горим, как Германия в Веймарской республике в 1920-х годах. Не справляемся с пассатом, и мы тонем, как Япония в 90-е. Первая мировая война была одним из величайших водоразделов геополитической истории XX века. Она привела к падению 4 великих имперских династий – Германии, России, Австро-Венгрии и Турции, плюс послужила началу большевистской революции в России и дестабилизируя европейское общество, государство и экономики, в том числе, заложив основу для Второй мировой войны. Гиперинфляция. Эта дестабилизация была особенно заметна в Германии, поскольку вскоре после окончания войны она была ввергнута в экономический и социальный беспорядок. Как и в случае с другими войнами, правительства приостановили действие золотого стандарта во время Первой мировой войны, чтобы увеличить денежную массу и оплатить войну. Поэтому, как и во все послевоенные эпохи, многие страны столкнулись с гораздо более высокими темпами инфляции в конце Первой мировой войны. У германского правительства был простой план для финансирования войны не за счет налогов, а за счет займов и печатного станка. Инфляция в Германии 1914-1923 годов имела незаметное начало, постепенно увеличиваясь до 1–2%. Первый день войны германский Рейхсбанк, как и другие центральные банки воюющих держав, приостановил погашение своих банкнот, чтобы предотвратить утечку своих золотых резервов. Подобно тому, что Никсон сделал в США несколько десятилетий спустя, 15 августа 1971 года. Кроме того, Рейхсбанк предложил помощь центральному правительству в финансировании военных действий. Поскольку налоги всегда непопулярны, правительство Германии предпочло занять необходимые суммы денег, чем существенно повысить свои налоги. В этом ему с готовностью помогал Рейхсбанк, который дисконтировал, покупал большинство казначейских обязательств. Таким образом, растущая процентная доля государственного долга попала в хранилище Центрального банка, а эквивалентное количество денег печатного станка в наличные средства населения. Короче говоря, Центральный банк монетизировал, напрямую печатал растущий государственный долг, который тратился в реальную экономику. К концу войны цены выросли примерно на 140% по сравнению с ценами на момент начала войны. Немецкая марка торговалась в пределах нормального диапазона 20 марок за фунт на ранних этапах войны. Она закончилась в декабре 1918 года на уровне 43 марки за фунт. США вернулись к золотому стандарту в 1919 году, а другие европейские страны и Япония восстановили золотой паритет пару лет спустя. Учитывая ограниченное предложение золота в начале 1920-х годов, европейские страны и Япония приняли решение о частичном золотом стандарте, при котором резервы частично состояли из золота и частично из валют других стран. Этот стандарт известен как «золотой стандарт». Однако Германия оказалась в гораздо более тяжелом положении. Разоренная конфликтом, она увидела крах ее кадров, разрушение ее сырьевой производственной индустрии и переворот ее старого политического истеблишмента. В январе 1919 года
Через 2 месяца после прекращения боевых действий в Первой мировой войне, в Версале, бывшем поместье французской монархии под Парижем, была созвана конференция для выработки условий мирного договора об официальном прекращении конфликта. Хотя присутствовали представители почти 30 стран, условия мира по существу были написаны лидерами Соединенного Королевства, Франции и Соединенных Штатов, которые вместе с Италией сформировали «Большую четверку», которая доминировала в процессе. Побежденные страны, Германия и ее союзники, Австро-Венгрия, Османская империя, ныне Турция и Болгария, даже не были приглашены к участию. В конце концов союзники согласились, что они накажут Германию в попытке настолько ослабить эту нацию, чтобы это не представляло угрозы в будущем. Все встречные предложения, внесенные центральными державами 29 числа, были отклонены. Германия отказалась подписывать соглашение. 17 июня союзники дали Германии 5 дней на то, чтобы решить или возобновить войну. У представителей Германии не было другого выбора, кроме как принять условия, и таким образом согласились на диктат. Условия договора требовали от нового правительства Германии сдачи примерно 10% своей довоенной территории в Европе и всех своих заморских владений. Германия лишилась огромного количества земли, потеряв 68 тысяч км во второй степени территории, включая Эльзас и Лотарингию, которые были аннексированы в 1870 году, и 8 миллионов жителей. Часть Западной Пруссии отошла к Польше, которая получила выход к морю через знаменитый Польский коридор. Кроме того, Германия потеряла большую часть своей рудной и сельскохозяйственной продукции. Ее колонии были конфискованы, а военная мощь страны была подорвана. Согласно условиям статьи 231 договора, немцы приняли на себя полную ответственность за войну и обязательство выплатить репарации союзникам в размере, который будет определен комиссией по репарациям. Сумма репараций горячо оспаривалась всеми сторонами, а она началась с выплаты 5 миллиардов долларов в 1919 году, затем 9 миллиардов долларов, а затем, когда продолжался учет военных расходов, увеличилась до 33 миллиардов долларов в 1921 году, долг на тот момент без поправки на инфляцию. Сразу после войны правительство Германии также начало большие расходы на здравоохранение, образование и социальное обеспечение. Требования к казначейству были чрезвычайно высокими из-за расходов на демобилизацию, задолженность по перемирию, ремонт разрушенной инфраструктуры и колоссальный упадок национализированных отраслей промышленности. Все это привело к огромному бюджетному дефициту, который продолжал расти. Курс марки к фунту стал барометром международного доверия к Германии и уровню ее национального отчаяния. До войны он составлял 20 марок за фунт стерлингов. В конце войны, в декабре 1918 года, она составляла 43 марки за фунт. Версальский мирный договор был принят в июне 1919 года, и за фунт можно было купить 60 марок. Но когда снова наступил декабрь, курс стал 185 марок за фунт. Уже сейчас среднегодовая девальвация примерно на 20% в год стала напоминать стабильность. Инфляция военного времени, составлявшая примерно 20% в год, была в значительной степени скрыта от общественности. Под прикрытием военной тайны правительство смогло скрыть цифры инфляции, закрыть фондовые биржи и запретить публикацию курсов валют. Частый дефицит и скачки цен приписывались нормированию военного времени, и поэтому многие граждане думали, что по окончании войны и политическом соглашении в Версале высокие темпы инфляции начнут нормализоваться, а цены упадут. Чего они не понимали, так это того, что казначейство к этому времени было полностью погружено в долги и военные обязательства, а они уже давно решили восполнить огромный дефицит исключительно за счет силы печатного станка, решив увеличить денежную массу, а не проводить дефолт. По платежам. Фунт стерлингов теперь торговался на уровне 240 германских марок. Стоимость жизни с начала войны выросла почти в 12 раз,
по сравнению с 3 раза в США, 4 раза в Великобритании и 7 раз во Франции. Еда для семьи из 4 человек, которая стоила 60 марок в неделю в апреле 1919 года, стоила уже 198 марок к сентябрю 1920 года и 230 марок к ноябрю 1920 года. Стоимость некоторых продуктов, таких как сало, ветчина, чай и яйца, выросла в 30-40 раз от довоенной цены. Цены продолжали расти по всем направлениям. На протяжении всего периода инфляции наиболее популярное объяснение обесценивания денежной массы возлагало вину на неблагоприятный платежный баланс, который, в свою очередь, возлагался на выплату репараций и другие обременения, налагаемые Версальским договором. Для большинства немецких политиков государственный дефицит и бумажная инфляция были не причинами, а следствием внешнего обесценивания марки. Широкая популярность этого объяснения, возлагавшего на победивших союзников полную ответственность за немецкую катастрофу, имела зловещие последствия для будущего, поскольку давала Гитлеру козлов отпущения, на которых он мог направить немецкую ярость. По мере роста инфляционных ожиданий потребителей они уходили и покупали больше товаров, отказываясь оставлять свои деньги на банковских счетах, где они ежегодно теряли половину своей стоимости. Этот приток покупок привел к росту цен, что подтвердило собственные подозрения потребителей в отношении инфляции, остановить которую было практически невозможно. Другая проблема, которая была быстро осознана, заключалась в быстром увеличении скорости обращения денег. Скорость обращения денег – это мера скорости обмена денег в экономике, измеримая тем, сколько раз в год обменивают среднюю банкноту. Давайте рассмотрим это. Если в экономике общая денежная масса составляет $1000, но эти деньги передаются между руками только один раз в год, они могут покупать товары и услуги только один раз в течение года. Данных за этот период времени крайне мало, поэтому было трудно найти хорошие источники, которые могли бы надежно оценить скорость. Один достойный источник от доктора экономических наук, который был обнаружен, показал, что скорость обращения денег начиналась с 8 в 1920 году, но быстро увеличилась до 10 в 1921 году. Затем 100, затем взлетел до 10,0 на заключительных этапах краха в 1923 году. Такой высокий показатель означает, что средняя разовая бумажная марка переходила из рук в руки 27 раз в день. Большинство немцев не обращали внимания на лежавшие перед ними руины. Фрау Изенменгер, вдова из Австрии, которая подробно задокументировала гиперинфляцию, вышла и потратила свои сбережения на покупку государственных облигаций в конце войны. Когда она вернулась через год, они уже потеряли 75% своей стоимости. По мере того, как 1921 год продолжался, финансовая ситуация продолжала ухудшаться. Немецкое правительство столкнулось с безвыходной ситуацией. Они могли либо повысить налоги, чтобы более чем удвоить их текущие ставки, которые и так были высокими из-за повышения налогов, санкционированных во время войны, что наверняка вызовет политическую революцию в Германии и потенциальный дефолт, или они могли бы продолжать печатать свои дефициты и надеяться, что союзники не захватят немецкие активы или что рост стоимости жизни вызовет нехватку продовольствия и беспорядки. Они продолжали идти по пути печатания денег, не подозревая, что они все стремительнее загоняют свою страну в пропасть. 27 апреля 1921 год. Комиссия по репарациям установила общий объем Германии ответственность в размере 132 миллиардам золотых марок, что эквивалентно 6 миллиардам фунтов стерлингов. По мере того, как политическая ситуация становилась все более нестабильной, крупные банки и богатые немцы начали продавать свои марки на иностранной валюте. В начале переговоров это началось как небольшая струйка, поскольку наиболее образованные немцы считали, что чиновники казначейства исправят корабль, уравновесят государственный бюджет и смогут вытащить Германию из трясины.
Но по мере того, как в течение 1920 и 1921 годов ситуация ухудшалась, банкиры, спекулянты, торговцы и богатые промышленники начали сбрасывать марки на биржах, что еще больше снизило стоимость марки и, таким образом, увеличило импортные цены на иностранные товары для немцев. К июлю 1921 года немецкие торговые банки начали приказывать торговцам валютой продавать все запасы бумажных марок по любой цене, которая была предложена. Как и в большинстве промышленно развитых стран, правительство ежегодно собирало большую часть налогов, но с учетом того, что к зиме 1921 года инфляция превысила 100%, ежегодные налоги были в основном спорным вопросом. И если бы правительство предъявило физическому лицу обязательство по уплате налога в размере 100 марок, и он заплатил бы его годом позже, это стоило бы только примерно 16 марок или около того, и чем дольше он откладывал его, тем меньше ему пришлось бы заплатить. Другие источники государственных доходов, такие как железнодорожные тарифы, патентные сборы, налоги на уголь и импортные пошлины, были зафиксированы на низком довоенном уровне. Большая и сложная немецкая бюрократия чрезвычайно затрудняла изменение этих сборов, и даже когда они могли регулировать эти сборы, они никогда не могли поднимать их достаточно быстро или достаточно часто, чтобы не отставать от инфляции. Состояние марки на иностранных биржах продолжало ухудшаться. В середине августа она несколько стабилизировалась на отметке 310 за фунт, но к середине сентября ускорилась до более чем 400 фунтов и продолжала снижаться. К октябрю 1921 года состояние бюджета было мрачным. Что касается бумажных марок, сумма обычных расходов правительства плюс репарационные выплаты союзникам составила более 191 миллиарда марок. Доходы из предыдущего бюджета и новые предложения по налогообложению в июле составят всего 152 миллиарда марок. В Берлине, например, Адисон сообщил, что ему пришлось работать в своем офисе в полумраке из-за забастовки муниципальных электриков. Эта забастовка была прервана только обещанием повсеместного повышения заработной платы, что повлекло за собой дополнительные расходы в размере 400 миллионов, что еще больше оттеснило государственный бюджет. Он прокомментировал: невозможность рабочего класса получить даже очевидные предметы первой необходимости, кроме как по завышенным ценам, в сочетании с суровым наступлением зимы может привести к серьезным неприятностям. В конце ноября марка, уже испытывавшая серьезные проблемы, упала до более чем 1,03 марок за фунт. В Берлине начались продовольственные бунты. Поскольку нехватка товаров первой необходимости становилась все более частой, люди выстраивались в очереди за несколько часов до открытия магазинов. Те, у кого были средства, копили десятки фунтов еды, откладывая большую часть ее для своих семей и продавая лишнее на черных рынках за непомерную прибыль, поскольку цены на черном рынке часто были на 30% выше, чем в магазине. К гневу осажденных немцев, иностранцы всех мастей начали вливаться, и скупать все с полок французские граждане хлынули тысячами, так как даже обычный рабочий теперь мог позволить себе покупать товары в элитных бутиках благодаря выгодному обменному курсу. Европейцы со всего мира ели и ужинали в самых эксклюзивных ресторанах, скупая все лучшие закуски и пирожные. Рабочие могли только беспомощно наблюдать из окон, как граждане стран-победительниц теперь бросаются наедаться дешевыми немецкими товарами. Цены на продукты продолжали расти, а воровство в магазинах стало обычным явлением. К концу марта цены выросли еще на 50% по сравнению с декабрем предыдущего года. К июлю 1922 года господин Ситц, генеральный консул в Мюнхене, написал, что еженедельные расходы его водителей только на еду выросли более чем на 550% по сравнению с прошлым годом. Более редкие товары, такие как масло и мармелад, нельзя было купить менее чем в 8 раз дороже, чем в предыдущем году, и их можно было найти только на черных рынках, которые были запрещены Конгрессом. Иностранцы, которые скупали целые магазины с товарами,
теперь нацелились на немецкую недвижимость, цены на землю в марках росли, но даже они не могли угнаться за быстро растущим обменным курсом. Это означало, что в иностранной валюте цены на дома фактически падали. Состоятельные французские, итальянские, британские и японские бизнесмены начали скупать участки недвижимости буквально за гроши. Богатые воспользовались быстрым крахом, взяв огромные суды на покупку активов, поскольку реальная стоимость долга резко упала из-за безудержной инфляции. Хьюго Стинес, промышленник и мультимиллионер, стал печально известным по всей стране, построив производственную империю, на долю которой приходилась шестая часть всего промышленного производства страны. Лорд де Бернон, британский советник посла в Берлине, написал в своей записи от 10 июля 1922 года: «Все небо пасмурно и мрачно. Падение отметки продолжается, сегодня она составляет 2,430 марок за фунт, что примерно вдвое меньше, чем месяц назад. Цены растут и скоро вырастут вдвое по сравнению с уровнем 1 июня, зарплаты должны быть скорректированы». За 4 недели июля индекс оптовых цен вырос с 9 тысяч до 14 тысяч, что означает очередной ежемесячный рост более чем на 50%. Frankfurter Zeitung зафиксировала, что оптовая цена товаров с довоенного времени выросла в 139 раз, кожи и текстиля в 219 раз, яйцо, которое раньше стоило 4 пфенига, теперь стоит 7,2 марки, что в 180 раз больше. Таким образом, годовая зарплата банковского служащего позволит его семье выжить только около месяца. В конце июля 1922 года репарационная комиссия решила уйти на летние каникулы, откладывая любое урегулирование биржевых потрясений до середины августа. 1 августа правительственным чиновникам было предоставлено повышение заработной платы на 38%, а рабочим дополнительно 12 марок в час, дополнительная нагрузка на государственный бюджет в размере 125 миллиардов марок. Планов по достижению этой цели не было, за исключением увеличения железнодорожных тарифов на 50% и очередного повышения почтовых тарифов, которые обеспечивали лишь небольшую часть необходимого дохода. Сказать, что инфляция опустошила средний класс, было бы преуменьшением. Министерство образования Германии выступило с заявлением в начале 1922 года, заявив, что они обнаружили, что средний школьник на 2 года отстает в развитии, как физически, так и интеллектуально, из-за нехватки хлеба и молока, а также из-за того, что детей забирают из школы, чтобы работать, чтобы обеспечить свои семьи. В богатых кварталах были замечены матери из низшего сословия, ищущие в мусорных баках выброшенную еду в надежде найти своим детям что-нибудь поесть. Однако судьба пожилых была намного хуже. Их фиксированные пенсии и сбережения в государственных облигациях были раздуты до такой степени, что некоторые не могли позволить себе даже ни одного яблока. Без зарплаты они не могли справиться с стремительно растущим прожиточным минимумом. Многие начали голодать и попрошайничать на улицах. Между тем политики продолжали отрицать, что печатный станок был причиной их бед. Доктор Ротенау, министр реконструкции, начал утверждать, что рост стоимости марки должен немедленно обеспокоить население, поскольку любое усиление марки по отношению к другим валютам, вероятно, вызовет рост банкротств во всех основных отраслях промышленности, поскольку долги станут сравнительно большими. Дорого платить. Канцлер повторил эту записку. Канцлер не признает никакой связи между печатанием денег и их обесцениванием. Vossische Zeitung от 16 августа заявила, что мнение о том, что настоящая причина обесценивания заключается в потоке бумаги, не соответствует действительности. Неудивительно, что с падением реальной заработной платы взяточничество и коррупция стали широко распространяться. Сотрудники патентных ведомств требовали крупных денежных взяток, иногда в размере 1000 марок и более, за регистрацию патентов, а правительственные чиновники всех типов начали добавлять непомерные сборы, которые они собирали лично, вместо того, чтобы отправлять их в государственную казну.
Единственными людьми, живущими с любым комфортом, были те, кто жил за счет сельской местности, фермеры, владельцы ранчо. Любые земельные долги, которые они были должны, испарялись на их глазах. Ипотека на 7 лет была выплачена за 399/400 только за счет инфляции. Конец августа 1922 года ознаменовал еще одну ужасную веху, когда отметка упала до отметки 9,0 марок за фунт, что более чем в 3 раза превышает уровень всего за 2 месяца до этого. В октябре 1922 года ситуация продолжала ухудшаться. Марка, казалось, перешла в состояние свободного падения, упав с 9000 до 13,0 марок за фунт за считанные недели. Сентябрьский литр молока за 26 марок превратился в октябрьский литр за 50 марок. Масло по 50 марок за фунт в апреле можно было купить только по 480. Цена одного яйца также выросла вдвое, до 14 марок. В конце октября цена снова упала до уровня более 18,0 марок за фунт. Разрыв между ростом стоимости жизни и ростом заработной платы стал очень заметным. В то время как первая увеличилась примерно в 1500 раз, заработная плата горняка, самого высокооплачиваемого рабочего в Германии, выросла лишь в 200 раз. Социальные и политические волнения продолжались. Ненависть ко всем иностранцам, но особенно к евреям, стала широко распространенной, поскольку популярное объяснение состояло в том, что союзники и евреи сотрудничали, чтобы манипулировать обменами и снижать цену. Газеты, подстрекаемые правительственными чиновниками, стремящимися отогнать общественный гнев от себя, пропагандировали и поддерживали эти теории. На третьей неделе ноября произошли серьезные столкновения между полицией и толпами разгневанных рабочих по всей Германии после того, как они потребовали повышения заработной платы на 100% и пригрозили забастовкой. В Дрездене произошла ожесточенная общественная вспышка, связанная со снижением уровня стоимости жизни, когда продовольственные магазины были разграблены, ущерб оценивается в 100 миллионов марок. Затем последовала шумная демонстрация ксенофобии перед отелями, в которых размещались иностранцы, чье присутствие в стране обычно считалось причиной роста цен. Продовольственные бунты последовали в Брауншвейге и Берлине. В декабрьских отчетах сообщалось, что молоко, которое стоило ему 78 марок за литр в первую неделю ноября, стоило ему 202 марки через месяц. Масло подорожало с 800 до 2000 марок за фунт, сахар с 90 до 220, яйца с 22 до 30. Мясо любого вида было практически недоступно, а колбаса резко подорожала до 1400 марок за фунт. Казначейство было лишено всех обычных налоговых поступлений от огромной части национальной промышленности, а также налога на уголь и железнодорожных тарифов. Все железнодорожные линии в пределах и за пределами Рура были остановлены, поскольку рабочие отказались их эксплуатировать, а в некоторых случаях взорвали пути. Значение потери Рура невозможно недооценить. Поскольку ее предприятия больше не производят, а миллионы не имеют работы, беженцы из Рура хлынули в остальную часть Германии. Курс 35,0 марок за фунтов стерлингов на Рождество 1922 года. На следующий день отметка упала до 48,0 марок за фунтов стерлингов. Дефицит товаров стал еще более серьезным, так как тысячи ферм и фабрик в Рурской области остались без присмотра. Производство меньшего количества товаров означало, что цены должны были вырасти еще больше, чтобы компенсировать дефицит. Хемингуэй, приехавший из Франции, в марте 1923 года записал для газеты Торонто Daily Star, что шампанское стоит 38,0 марок за бутылку, а обед — 3,500 марок. В марте, апреле и мае 1923 года доходы правительства составляли менее трети его расходов. Состояние бюджета продолжало ухудшаться. В Имперском банке, печатавшем триллионы марок в день, начали заканчиваться чернила.
Поэтому официальные лица решили печатать маркировку только на одной стороне банкноты, чтобы сэкономить чернила. Затем они приказали сократить выпуск периодических изданий и газет, чтобы их чернила и бумага могли быть использованы для печатных станков. С 1 по 31 мая цена упала с 220,1 до 320,1 марок за фунт. 1 июня было отмечено выпуском первой банкноты в 5 миллионов марок. Мелкие преступления отчаяния процветали. Воровство, конечно, было обычным делом со времен войны, но теперь оно стало происходить в более крупных коммерческих масштабах. Металлические бляшки на национальных памятниках сняты. Свинец в одночасье начал исчезать с крыш. Бензин слили из цистерн всех легковых автомобилей. Бартер уже был обычной формой обмена, но теперь такие товары, как латунь и топливо, становились валютой обычных покупок и платежей. Кресло в кинотеатре стоило кусок угля. Рубашки были оценены в картофеле. Средневековье вернулось, заметил один немец. В кафе начали взимать первоначальные взносы за кофе, так как цена вырастала вдвое за час, и владельцы хотели быть уверены, что клиенты смогут заплатить. Возникшая отвратительная правда заключалась в том, что по мере роста цен возрастал и сам спрос на деньги. При почти всех ценах на продукты питания выше 10,1 марок за фунт стране требовались миллиарды марок в день новых банкнот, чтобы удовлетворить эти цены. Они застряли в порочном круге, который, казалось, еще больше загонял их в пучину денежного разрушения. В последние дни июня 1923 года марка упала с 600,1 до 800,1 за фунт, поскольку Рейхсбанк, отчаянно нуждавшийся в иностранной валюте, печатал марки оптом и продавал их, чтобы покупать другие валюты на бирже. Уже через месяц марка будет торговаться на уровне 5,000,000 за 1 фунт. Компании начали платить рабочим обувью, кожей или чем-нибудь еще, что они могли достать. Многие предприятия начали вообще отказываться от знаков, если у них не было готовых средств немедленно от них избавиться. Рейхсбанк, у которого кончилась бумага, потребовал сдать все формы бумаги для использования в печатных машинах. Повышение заработной платы стало повседневным явлением. Те фирмы и города, которые не выполнили требования, столкнулись с массовыми беспорядками и грабежами своих предприятий. Спрос на деньги продолжал экспоненциально расти. Одна компания в Кобленце сообщила, что в понедельник ей потребовалось 300 миллиардов марок наличными, чтобы предотвратить бунты со стороны профсоюзных рабочих. Рейхсбанк в начале августа пообещал печатать на местном уровне триллион марок в день, в 2500 раз больше, чем печаталось ежедневно 8 месяцев назад. Правительство снова потребовало повышения цен на железнодорожные билеты на 400% и повышения налогов на прибыль и налоги на 140,1%. Через несколько дней было предложено увеличение на 600,1%. Даже если бы налоги работали, это не уменьшило бы дисбаланс бюджета вдвое. Сегодня мы ежедневно выпускаем 20 триллионов марок новых денег. На следующей неделе банк увеличит эту сумму до 46 триллионов в день. Общая денежная масса в настоящее время составляет 63 триллиона долларов. Таким образом, мы сможем выпустить через несколько дней 66% от общего предшествующего обращения. До его выступления марка торговалась на уровне 12,5 миллиона марок за фунтов стерлингов. В течение 48 часов она упала до 22 миллионов марок за 1 фунтов стерлингов. Правительство, жаждущее всего, что все еще имеет ценность, приказало солдатам совершать набеги на кафе в Берлине, вынуждая клиентов под дулами оружия сдавать всю иностранную валюту. Солдаты собрали всего несколько тысяч долларов денег, но учения продемонстрировали не только тщетность политики, но и отчаяние развитой индустриальной страны, которая не смогла найти покупателей на иностранном рынке для своих марок.
Британский советник посла Аддисон записал 9 сентября 1923 года, что отметка упала с 300 миллионов марок за фунт до 500 миллионов только за последние 24 часа. В отчаянии все, включая министров и канцлера, копили все, что могли, и отказывались платить налоги. Единственным препятствием на пути к раздаче еды было отсутствие валюты для оплаты. К концу сентября Рейхсбанк печатал 3,2 квадриллиона марок в неделю. Поразительную сумму, на которую было куплено всего лишь 5,2 миллиона фунтов стерлингов. Подсчитать цены стало практически невозможно, так как трудно было представить себе головокружительные цифры. 26 сентября министр иностранных дел Штреземан приостановил действие Веймарской конституции, объявил чрезвычайное положение и передал исполнительные полномочия министру обороны Ганну Гесслеру. Передача была формальностью. Фактически с тех пор в течение 5 месяцев генерал фон Сект, главнокомандующий Рейхсвером, Веймарской армией, был высшей исполнительной властью в стране. На улицах разносились слухи о военном перевороте. 15 октября курс марки по отношению к фунту стерлингов превысил 18 миллиардов. 6 дней спустя он составил 80 миллиардов. На конец месяца общая денежная масса М1 векселей в обращении составила 2 триллиона 496 миллиарды 822 миллиона 909 тысяч 38,000,000 или 2,49 квинтиллионов марок. 31 октября марка торговалась на уровне 310 миллиардов за 1 фунтов стерлингов. В начале ноября новый человек, доктор Шахт, был назначен комиссаром по денежным вопросам. Состояние государственного бюджета было ужасающим. За предыдущие 10 дней федеральные расходы превысили доходы в 1000 раз. Финансовые отчеты включают на каждой странице напоминание о том, что все цифры даны в квадриллионах. Индекс стоимости жизни, взятый в 1914 году за одну, вырос с 15 миллионов в сентябре до 3,6 миллиарда в октябре и достиг 218 миллиардов 12 ноября 1923 года. Д.Р. Шахт приказал немедленно остановить печатный станок 15 ноября. Ховенштейн, президент Рейхсбанка, был в ярости. Шахт записал, что все невыпущенные бумажные марки, находившиеся тогда в руках Рейхсбанка, могли заполнить 300 десятитонных железнодорожных вагонов. Знак, уже находящийся в свободном падении, имел слишком большой нисходящий импульс и, таким образом, продолжил свое параболическое снижение. 12 триллионов марок за 1 фунт стерлингов 15 ноября. Затем 18 триллионов за 1 фунт стерлингов всего 5 дней спустя. Шахт объявил о создании новой валюты, рентной марки, которая должна была обеспечиваться землей. Таким образом, векселя Рентенбанк были гарантированы в равных суммах ипотекой на земельную собственность и облигации на немецкую промышленность, торговлю, коммерцию, банковское дело и транспорт. К 30 ноября в обращение поступило 500 миллионов рентных марок. Это, наконец, сработало, поскольку выпуск банкнот был фиксированным, и они были обеспечены таким дефицитным товаром, как земля. Люди, измученные хаосом предыдущих месяцев, с готовностью перешли на рентную марку. Цены стабилизировались, обменные курсы нормализовались, и продукты питания начали возвращаться на городские рынки. Новые деньги были приняты, несмотря на то, что это была неконвертируемая бумажная валюта. Обменный курс бумажной марки к старым золотым маркам составлял от 1,0000000000000 до 1 триллиона старых марок за каждую золотую марку. Предыдущий курс обмена до войны был 4:1. Общий объем обращения старых бумажных марок, денежная масса М1, на конец ноября составил 400 квинтиллионов. К декабрю полностью исчезла нехватка продовольствия, и политическая ситуация несколько стабилизировалась. Веймарская республика просуществовала бы еще 10 лет,
До 1933 года, когда партия во главе с Гитлером захватила правительство и навсегда приостановила действие Конституции. Мы подробно рассмотрели быстрый крах торговой марки и падение Германии в пучину гиперинфляции. Следующие публикации будут сосредоточены на Соединенных Штатах в наши дни и дилемме, с которой сталкивается ФРС, как справиться с непреодолимым уровнем долга, который сейчас пронизывает всю американскую экономику и федеральное правительство, и их конечной дилемме уничтожить ли казначейство, подняв ставки, или уничтожить доллар, напечатав его до небытия. Продолжая эту серию, я хочу, чтобы вы поразмышляли о факторах, имевших место в Веймарской Германии в 1919 году до коллапса, и сравнили их с современными США. Конечно, Веймар не является идеальным аналогом США. Мы на 100 лет более продвинуты в технологическом плане, более социально прогрессивны и не находящиеся под угрозой военного вторжения. При этом есть важные сходства.